Валентина трудилась медсестрой в женской колонии уже 20 лет. За все эти годы она успела привыкнуть к специфической атмосфере, которая царила в этом месте. Каждое утро перед работой она гуляла, стараясь насладиться свежим воздухом и отвлечься от мрачных дум, что не покидали ее в стенах колонии. Женская колония, как ни странно, казалась ей более приятным местом по сравнению с государственной поликлиникой с ее длинными очередями и недовольными пациентами. В колонии у нее практически не было конфликтов, и она чувствовала, что здесь ее призвание. Каждый из них — это не просто преступник, а человек, любила говорить Валентина своим подругам, когда они обсуждали пациенток. Она находила в осужденных женщинах что-то хорошее, стараясь увидеть в них не только преступления, но и человеческие качества. Иногда она брала на себя роль воспитателя, помогая заключенным справляться с трудностями и находить правильный путь. Ее сердце было наполнено уверенностью в том, что можно найти более порядочных людей среди преступников, чем среди свободных людей. В один из обычных дней, с чувством тревоги, Валентина ждала, когда, наконец, появится доктор Павел Игнатьев. Этот человек всегда опаздывал на работу, и за эти годы это стало его неизменной привычкой. Но в тот день он пришел вовремя, что удивило не только Валентину, но и весь медицинский персонал. У него был важный вид, и когда Павел подошел к ней, она поняла, что-то затевается. «У нас новая пациентка», — сказал он, как всегда, сдержанно. «Беременная». «Беременная в колонии? Это нечастое сочетание», — подумала Валентина, чувствуя, как внутри нее поднялся интерес и беспокойство. Беременная девушка оказалась Настей, 30-летней женщиной с прекрасными глазами, полными горечи и надежды. Она обвинялась в мошенничестве и утверждала, что стала жертвой обстоятельств. Ее жизнь была полна несчастий, смерть отца ребенка, отсутствие родителей, и все это привело ее в стены тюрьмы. Валентина сердце ее сочувствовала и предложила помочь, пытаясь поддержать морально. Настя рассказывала о своих горестях, и с каждым словом Валентина понимала, как тяжела ее судьба. Внешне Настя выглядела уставшей, но в ее глазах светилась надежда. Она сместила беседу на своего будущего ребенка и с трепетом описывая, как мечтала о том, что станет матерью, Валентина не могла не чувствовать особой связи с этим трогательным моментом. Настя нуждалась в поддержке, и Валентина понимала, что стоит сделать что-то важное, что может изменить ее судьбу. Пришло время осмотра. Павел Игнатьевич провел УЗИ. Чтобы узнать результаты, Валентина чувствовала особое волнение. Она, стоя рядом, заметила, как его лицо стало каменным, когда он начал просматривать информацию. Это не предвещало ничего хорошего. Доктор сообщил Насте результаты обследования, и его слова ударили, как гром среди ясного неба. «У вас проблемы», — произнес он, и Валентина почувствовала, как ее сердце сжалось. Она была в шоке, когда Павел заявил, что у Насти злокачественная опухоль, и без срочной операции она не переживет и 2 месяцев. Эти слова обрушились на Валентину, как тяжелый груз. В ее сознании заворчал внутренний конфликт и растерянность, и, несмотря на предостережение Павла, она решилась сделать все, что могла, чтобы помочь Насте. Настя побледнела, ее лицо искажалось от ужаса и беспокойства. Она спросила Валентину о состоянии своего ребенка, и хотя Валентина старалась успокоить ее, ее ответ звучал слишком резко. «У тебя нет беременности», — произнесла она, чувствуя, как все вокруг начинает расплываться. Это откровение казалось многообещающим, но в то же время разрушительным.
С каждым моментом Валентина понимала, что ей предстоит принимать сложные решения, и она знает, что немедленно нужно что-то делать. Ее страх о том, что эта молодая женщина может погибнуть, обдал ее холодом. Тем временем после осмотра Валентина собиралась обсудить диагноз с Павлом Игнатьевым. Она была шокирована новостью о том, что временное бездействие и безразличие со стороны доктора могут стоить жизни Насти. Однако Павел только флегматично заявил, что собирается уехать в отпуск. «Как ты можешь уехать?» — произнесла Валентина, не сдерживая своего возмущения. «У Насти нет времени». «Это жизнь заключенной, Валентина», — отрезал он, как будто это что-то обыденное. Вместо того, чтобы предложить поддержку, он настаивал на том, что не собирается заботиться о судьбе женщины, которая уже получила свой приговор. Его слова затопили Валентину гневом. Она расправила плечи и, стянув с себя привычное чувство безнадежности, закричала, что по его возвращении совесть его сожрет. Неприятный разговор с Павлом резко обострил ее внутренние переживания. Валентина знала, что ей необходимо обратиться к начальнику колонии Геннадию Викторовичу. Она передала ему результаты обследования. Сначала он принял это с улыбкой, но вскоре его доброжелательный вид быстро сменился гневом, как дождь, внезапно накрывший ясное небо. «Ты думаешь, что я буду тратить деньги на жалкую заключенную?» — взорвался он. «Никакой операции. Это будет стоить слишком дорого». Эти слова обрушились на Валентину, как холодный душ. Она осознала, что его действия выглядят как убийство. Мысли о том, что этот человек может решить судьбу Насти, задали ей вопросы о моральных принципах и чести. Ночь еще больше усилила ее переживания. Лежа на койке в своей комнате, Валентина произносила вслух: «Это несправедливо». Она начала понимать, что пытаться противостоять Геннадию значит подписать себе приговор. Но одновременно в ее сердце росло желание что-то изменить. В любую минуту мысль о Насте, что она могла бы быть спасена, толкала ее к отчаянию. В последний раз, взглянув на заголовок газеты, оставленной в Сестринской, «Дело здесь нечисто», Валентина поняла, что это был знак. Ей пришло в голову, что она должна разгадать загадку, которая стояла между ней, Настей и начальством. Ей нужны были доказательства намеренного отказа в операции. Первым делом она решила помолчать о диагнозе, чтобы Настя могла поддерживать веру в то, что все будет хорошо. Вспомнив о своем бывшем пациенте Алексее, юристе, Валентина решила обратиться к нему за помощью. Когда она рассказала Алексею о ситуации, он выразил готовность помочь. «Начни со знакомства с тем, в какой компании работала Настя. Это может быть ключом к истине», — посоветовал он. Это подтолкнуло Валентину к новому этапу расследования. Она чувствовала себя все более уверенно, несмотря на растущие опасения. Не теряя времени, Валентина обсудила с главным врачом онкологической клиники возможность проведения операции для Насти. Врач согласился, но требовал информацию о времени и месте ее нахождения. Здесь Валентина обрадовалась, ведь теперь у нее был шанс спасти Настю. Несколько дней спустя она вызвала Настю для беседы, чтобы обсудить ее здоровье. Их разговор продолжился туго. Настя с восторгом и тревогой прикидывала, что ее ожидает. «Я работала секретаршей», — призналась она, «и тот инцидент с кофе стал роковым». Валентина быстро поняла, что Настя не просто случайная жертва. Компании, в которых ей известны, имели свою историю темного управления и отработанных схем, и теперь это, казалось, обернулось против самой Насти. Поделившись этой находкой с Алексеем, Валентина почувствовала, как страх и тревога вновь охватывают ее. Она не могла оставить Настю одну, это невозможно было терпеть. Он взялся провести исследование о компании, в которой работала Настя. Алексей сообщил о странных махинациях и увольнениях после сделок, связанных с тюрьмой.
Это может быть сложной задачей, но мы должны двигаться дальше», — заметил он, и это придавалось ей уверенности в своих действиях. Ночью, прогуливаясь вдоль колонии, Валентина встретила своего соседа Ивана. Он знал, что у нее были проблемы, и сам проявлял интерес к ее обстановке. После того, как она рассказала ему о Насте, Иван проявил сочувствие. «Знаешь, может быть, нам стоит рассмотреть план побега», — предложил он. Они провели вместе некоторые часы, обсуждая, как можно спроектировать план. У него было много идей, и Валентина услышала его, проникаясь сочувствием и решимостью. В итоге Иван предложил свою помощь. Он станет водителем, чтобы перевести Настю в больницу, если им удастся осуществить план. Хотя Валентина понимала риски, она решила согласиться. У нее не было другого выбора. Они договорились встретиться на следующий день, чтобы обсудить детали. Каждый из них понимал, что ситуация сложная, но их сердца были полны надежды. Валентина чувствовала, что с его поддержкой сможет преодолеть все. Пока они общались, Валентина чувствовала, как безразличие в мире потихоньку уходит и оставляет место доброте. После разговора с Иваном ей стало легче. Она понимала, что не одна, и есть люди, готовые помочь. Оставшись одна в этой мрачной реальности, она готовилась ко всему, прежде чем перевести Настю в медпункт, объясняя это проблемами со здоровьем. Настя, не понимая, почему ее кладут в тюремную больницу, смотрела на Валентину с недоумением. Валентина пообещала объяснить все, когда придет ночь, и она сможет решиться на большее. Со временем они обсудили, как Настя не беременна, и это откровение становилось все более болезненным. «У тебя нет беременности», — с сожалением произнесла она. Настя испугалась и спросила о своем животе. Валентина, собравшись с духом, призналась, что у Насти злокачественная опухоль. «Я могу предложить тебе операцию», — сказала Валентина, рискуя своей должностью и свободой. Настя с бурлением в груди согласилась, но Валентина видела страх в ее глазах. Это означало много, и они обе знали. Эта операция — единственный шанс. Настя рассказала Валентине, что стала свидетелем преступления Майорова, начальника колонии. Узнав об этом, Валентина почувствовала, как ответственность за все это ложится на ее плечи. Она знала, что коррупция среди тюремного начальства была крайне распространена, но теперь ей было известно конкретное имя и факты, за которые нужно бороться. Интуитивно почувствовав, что надо действовать быстро, Валентина решила использовать свои навыки. Она подложила алкоголь в качестве подарка охранникам под предлогом Дня памяти по своему мужу. Готовясь к предстоящему переезду, она понимала, что все должно сработать. Тогда Иван пришел на помощь, желая помочь Насте выйти из машины у больницы, когда они осуществят свой план. Время приближалось к главному моменту, но Валентина чувствовала себя уверенно. Прошла почти вся ночь, пока операция длилась и длилась. С минутой, когда хирург вышел из операционной с улыбкой на лице, пришло облегчение, и она поняла. Жизнь Насти теперь спасена. Эта ночь могла стать началом новой жизни, полного надежд и возможностей. На следующий день, ухаживая за Настей, Валентина решила, что теперь, хотя бы физически, Настя может начать восстанавливаться. Алексей позвонил, чтобы сообщить, что выяснил о причастности Насти к коррупционным схемам, связанным с ее работой, и теперь у них есть на что опираться. И вот, когда Иван аккуратно перевез Настю назад в колонию, волнуясь за ее безопасность, Валентина тайком пыталась скрыть информацию об операции от начальства, но страх и тревога не покидали ее. Насте предстояло вписать новую главу в свою жизнь, и, возможно, с каждым маленьким шагом она могла бы стать живой легендой.
Когда Геннадий Викторович увидел Настю, он заподозрил что-то неладное. Валентина попыталась уверить его, что с Настей все в порядке, но его недовольство было видно. «Как ты могла пойти на такой шаг?» — спросил он, когда заметил отсутствие живота у Насти. «Я не могла оставить ее в таком состоянии», — ответила Валентина, чувствуя нарастающее напряжение. Геннадий пришел в ярость и обвинил ее в самодеятельности и неподчинении. На следующее утро охранник пришел к Геннадию с новостью о вызове в кабинет. Уши его задрожали, когда он услышал, что его вызывают. «Ты не уйдешь от ответственности», — сказали ему, когда он бледнел и покрывался красными пятнами. Эта размолвка перевернула все с ног на голову. Валентина была готова к тому, что произойдет, но она понимала, это стало возможным только благодаря ее трудам и стремлению защитить Настю. Андрей Александрович контролировал ситуацию и не спеша просил Валентину рассказать всю историю с самого начала. Он внимательно слушал ее, как она делилась страданиями и преданностью. В конце концов он прибег к несправедливости ее увольнения. «Ты молодец», — сказал он, — «но в то же время я обязан тебя уволить». Валентина приняла это с достоинством. Она понимала, что, может, она могла бы сделать больше, но некоторые действия были необходимы, даже если они были полны боли и страха. Несмотря на увольнение, Валентина пообещала Насте, что будет навещать ее в больнице. За это время Настя и Иван начали общаться, поддерживая друг друга, их связи становились крепче, и вскоре они решили пожениться. Когда Иван пришел к Валентине с новостью о рождении дочери Насти, она радостно улыбнулась. Настя назвала малышку Валентиной в честь своей спасительницы, и теперь Валентина стала бабушкой для маленькой Валентины. Каждый раз, когда она виделась с новорожденной, ее сердце наполнялось радостью и гордостью. Маленькая Валентина, растя по мере своей жизни, узнала историю своей матери и медсестры. Настя всегда оставалась благодарной Валентине до конца своих дней, понимая, что настоящая дружба и готовность помогать могут спасти не только жизни, но и души. Вся эта история, полная борьбы и духа, находила свое завершение, когда они снова собирались вместе, поднимая тост за всех тех, кто не сломился перед системой, и за тех, кто, страдая, не забывает о человечности.